Всем привет-привет! Сегодня я вам хочу показать свои новые тапочки. Тапочки клубничные. Как я их вязала. Связала пока один, конечно. Верх тунисским вязанием. Остальное все вязала спицами. Что нам нужно? Что нам нужно? Крючок у меня номер 2,5. Спицы я использовала номер 2,5. И набеечку номер 2. Так, вот такие тапочки будем вязать. Сейчас. Вот это вот схема. Ее можно вязать без правил, в произвольном порядке, как хотите, так и располагайте эти клубнички. Вверх ногами, сбоку, в общем, дело вашей фантазии. Я старалась придерживаться схемы, но все равно некоторые расположила, так как мне захотелось, переворачивала некоторые. Значит, заскриншотим схемку. Теперь тапочки на 38-39 размер. Сказала, не сказала, не помню. Что, начнем. Что я что-то забыла, не помню. Ниточки. Вот у меня, значит, розовые, кремовые, темно-красные, зеленые. Теперь, что это за ниточки? Такие же самые. В 100 граммах 240 метров. Вот такие ниточки у меня. Та же самая марка. Так, вроде бы все. Начинаю я вязать с мысочка. Набрала цепочку 15 петель. Крючок номер 2,5. Первые 3 ряда. Первый ряд мы провяжем, как обычно, без накидов, без добавок. Со второго ряда начнутся добавки. Узор начнем мы вязать с какого? С третьего ряда. В этом тапочке, что удобно, высоту можете делать какую хотите, судя по своей ноге, ориентируясь. Кто-то любит, чтобы мысок был поглубже, повыше. Кому-то достаточно и 10 сантиметров. Как-то так, в общем. Вот говорила. Кто-то поглубже, кто-то поменьше. Так. Вот сейчас захватила. И через 2 петельки возвращаюсь обратно. Так, что у нас сейчас? Здесь я буду делать накид после первых 2 петелек. Значит, так, первая на спице, вторую провязали, накид на себя и так до конца ряда. В конце точно так же накид на себя, последние 2 петельки провязали. Так, осталось 2 петельки, накид на себя, предпоследняя, последнюю за 2 дужки, ввожу крючок, захватываю, вытащила, первые 2 вместе провязываю, вот он накид, вместе, вместе, и так до конца ряда. Так, это у нас 1, 2. Сейчас довяжем до конца ряда. Третий ряд провяжем опять с накидом и будем начинать узор. Так, третий ряд у нас сейчас будет. Вместе с накидом у нас будет 19 петель. Я начну делать, вводить узор. Первую провязала. Смотрите, узор я начинала вот с этих 2 клубничек. Вот отсюда, вот отсюда. Перед ними 3 розовых петли получается. Так, 2. 1 накид. Теперь, что я делаю? Я на каждую клубничку отрезаю длинную 1,2 м нитку и потом ее веду вот так на каждый ряд клубничек отдельную нитку. Она у меня тянется вдоль всего тапочка, потому что клубочки, они путаются.
а нитку ее легко можно протащить, вытащить. Так, клубничка. Раз, два. Розовую я не отрезаю, я ее основную нить перебрасываю. Раз, два. Три, четыре. 4 красным. Так, что у нас дальше? Один зеленый идет. Сейчас мы один зеленый подсоединим. Вначале будут ниточки, потом их попрячем все. Ничего страшного. Один зеленый. Дальше, что у нас? 4 розовых. Раз, два, три, 4 розовых. 4 красных. Новая клубничка. Подсоединяю новую ниточку. Раз, два. Это я перебрасываю. 3, 4. Делаю один накид на себя. Предпоследняя и последняя. Все, начало положено. Я каждый ряд не говорю. Красный, желтый, зеленый, белый провязываем, потому что это будет очень долго. Это видео на 2 часа растянется. Вот начало положено. Дальше будем вязать по схеме высоту нашего мыска. Все, возвращаемся по рисунку. Ой, клубнички простецкие, ну, веселенькие. У меня вообще-то цвет розовый, бледненький, но на видео он выглядит намного ярче почему-то. Так, вот, девочки, начало положено. Теперь делаем до 7-го ряда. Я делаю прибавки, накиды в каждом ряду. Потом я буду делать их через ряд. Сказала, не сказала. И последний накид через 2 ряда. Получится закругленный у нас мысочек. Если вам этот мысочек будет узкий, можете набрать не 15 петель, 16, 17. У кого нить может быть чуть потолще, тогда наберете 13. Так, значит, начало положили. Теперь вяжем, делаем накиды. Высоту у меня 29 рядов, в ширину 33 петли. Вяжем до разъема. Дальше я к вам вернусь, будем вязать боковушечки. Так, привязала я свой мысочек. Вот такой он у меня получился. Вот такой он получился с обратной стороны. Вот они все ниточки, которые я вела вдоль всего вязания. Если вы забыли где-то протянуть вовремя ниточку, осталась внизу, а у вас зеленая, например, здесь, ничего страшного, ее крючком можно протянуть под остальными ниточками, вверх вытянуть. Значит так, боковые стороны у меня по 13 петель, серединка я оставила 7 петель. Вот я тут нарисовала схемку такую, как я вязала боковушечки. Вот они. Вот 3 клубнички у меня на боковой стороне. Высоту 25 рядов. У меня 38 в натяжку 39 размер. Здесь я добавила одну петельку, потому что заказ был на высокий задник хотели. Вы можете этого не делать. Можете так и вязать 13 петель до конца. У кого ножка маленькая, меньше, в общем, ориентируйтесь. 13 петель боковая сторона. Я вяжу. Так, раз, два. Провязываю 5 петель, начинаю вязать клубничку. 4, 5. 5 петель провязала. Одна зеленая. Одна зеленая. 6. Так, и остальные 7 петель я провязываю розовым. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Вот, 13
петель на боковой стороне. Возвращаюсь обратно. Зеленая. Вот так просто взяла и вытянула нитку. Все, они у меня не запутываются. Вовремя вытягивать. Так, теперь 4 розовых. Раз, два, три, 4. 3 зеленых. Раз, два, 3 зеленых. Одну красненькую. Красненькая. Где у нас? Вот она. Вот. И остальные вяжем розовыми. 5 петель. Раз, два, 3, 4. Здесь я беру за 2 дужки, которые я сейчас не подтяну. Вот так вот. Вот, вытащили. Все, возвращаемся обратно. Итак, по схемке смотрим на клубнички и идем до конца. Вяжем нужную нам высоту. Вот. Потом будем вязать эту половинку, а потом подошву. Вот по такой схемке, если кому интересно. Или же можете сами расположить клубнички, как вам хочется. Вяжем боковую сторону. Провязала я одну сторону. Теперь сейчас закрою петельки и буду вязать вторую. Вот так я закрываю петельки. Ввела спицу, захватила и протянула ее сюда. Ввожу спицу под петельку, захватила и протянула. Все. Последнюю под 2 дужки захватила, протянула еще раз. Все. Так, обрезали ниточку. Теперь в серединке мы оставляем 7 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 13 петель эта сторона. Первые 2 ряда я провяжу розовым цветом. Смотрите, я на левую сторону расположила клубнички немножко по-другому. С этой стороны так, с этой стороны по-другому. Все они у меня в разброс получились. Как я уже говорила, особого правила никакого не делала. Так, теперь подсоединяю ниточку. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2 ряда провяжу розовым, а потом начну вязать клубничку. Итак, свяжем вторую половинку, также закроем, наметим серединку здесь, чтобы у нас, когда будем набирать петли по всему тапочку, чтобы с каждой стороны было одинаковое количество петель. Так, возвращаемся обратно. Еще один ряд провязываем розовым. Провязала 2 ряда розовым. Теперь первые
Раз, два, три, четыре, 6 петель я провяжу розовым. 4, 5, 6. Следующие 4 петли я провяжу красным. Это у нас будет первая клубничка. Раз, два, три, 4. И последние 3 петельки розовым. Все, начало положили. Дальше идем по схеме. Или как вы захотите себе клубнички расположить. Вот. Возвращаюсь на начало ряда. Поднимаем ниточку нашу. Все, вернулись. Дальше вяжем по схеме клубнички нужную длину тапочки провязываем. Еще один рядок я провяжу. Так, розовым. Теперь клубничка над клубничкой. Что у нас идет дальше? Одна красная. Ох, красный потерялся. Вот одна красная, одна белая. Вот она белая. Опять одна красная. Одна красная, одна белая. Одна красная. И должно у нас остаться 2 петельки. 2 розовых в конце. Вот первую клубничку, фундамент заложила я. Дальше все. Не все, конечно, а только начало. Вот так вот. Ой, куда-то я съехала. Вот так вот идем до конца. Вот так вот у меня получилось. Кому интересно. Так. Провяжем левую сторону и начнем вязать боковые стороны, потом подошву, пяточку и так далее. Провязала я весь тапочек, верхнюю часть. Теперь что я буду делать? Наберу красным цветом ниткой в 2 сложения петельки по всему периметру тапочка. Я буду набирать на чулочные спицы, на носочные. Вы можете набирать это дело на круговые спицы, кому как удобно. Мне удобно, я 5 спиц подсоединяю. У меня спицы 2,5. Значит, кому какие спицы удобно. Кто на лёске может взять. Я привыкла коротенькими спицами. Изделие тогда хорошо сгибается. Так, сейчас первую протянули. Ниточка в 2 сложения. Вот. Все как обычно. Остальные ниточки будут розовым цветом в 1 слой. Только первый ряд, чтобы он был потолще, я вяжу в 2 сложения. Тогда она закрывает. У нас вот тут получается такая, как сказать, бороздка, переход от подошвы к крантику. Поэтому я вяжу в 2 ниточки, и оно все перекрывает замечательно. Так, сколько у меня? 123 петли должно быть у меня по всему тапочку. Вот так вот. Наберем до конца. С изнаночной стороны провяжем весь ряд лицевыми. Потом перейдем на розовый цвет. Больше мы красным ничего вязать не будем. И все будем вязать основным цветом. Вот так, смотрите, видите, оно все сейчас закроется. Вот так вот идем, идем. И до конца. Я просто вяжу туго, и у меня на круговых спицах постоянно их подтягивать, ну, не очень мне нравится это дело.
Поэтому я набираю на коротенькие. Вот так, девочки. Вяжем, набираем, то есть набираем до конца, обратно возвращаемся лицевыми петлями. Так, что я здесь накрутила? Вот какой у меня красотень на 5 спицах. Значит, провязала я красным цветом, теперь перешла на розовый и буду вязать все лицевыми петлями, где-то 10 рядов. Вот смотрите, вот у меня сантиметра 2 это получилось. Чулочная вязка, я здесь 2 рядка вставила со снятыми петлями, я в предыдущих видео показывала это уже. Раз, два, три, четыре, 5. 5 рядов умножить на 2, 10 рядов получается. 5 зубчиков, 10 рядов. Провяжем, значит, 10 рядов лицевой вязкой. Я к вам вернусь, покажу, как я набирала последний ряд. Все провязываем с лица лицевыми, с изнаночной тоже лицевыми. Все, спицы по столу. Это очень неприятно. Поэтому я сейчас отсюда выйду. Довяжем, девочки, все лицевыми петлями. И я к вам вернусь. Я провязала нужную высоту тапочка, бортик. Пришла к предпоследнему ряду. Что я делаю дальше? Наберу петли по стороне пяточки. Для чего? Чтобы пяточка у нас выглядела красивее и хорошо ложилась. Вот в этот уголок одна петелька здесь. В ту же самую петельку я еще раз ввела и подняла еще одну петельку, чтобы был разворот у нас красивее. И так по одной до конца набираю петли. У меня должно быть 20 петель. Наберем петельки до конца и обратно вернемся лицевыми петлями. На ту сторону пяточки мы выйдем. И там тоже таким же способом наберем петельки. Вот так набираем. И возвращаемся лицевыми петлями все. Набрали петли. Понятно, да, думаю? Вот так вот. Набираем петельки до конца. Разворачиваемся и возвращаемся до этого края лицевыми петлями. Провязала я до следующей стороны пяточки. Набираю теперь здесь петли. И обратно по лицевой стороне вернусь уже изнаночными до вот этого уголка. Вот так набираю я петельки. Ниточка у меня сзади. Вот вытащили. Двадцать петель у меня получилась высота пятки. Так, вот последняя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 18, 19. Вот с боковой еще одну доберу. Да что ж такое? Так, 20 петель. Теперь провязала первую и возвращаюсь изнаночными. Я вот здесь сразу пересняла это дело на ниточку. Потом, когда буду провязывать пятку, я это на спицу опять одену. Вот получились у нас изнаночные петельки по лицевой стороне. Все, провяжем сейчас до уголочка изнаночными. Ниточку обрежем. Хорошенько ее спрячем, закрепим. И пойдем вязать подошву. Подошву я вяжу обычную укрепленную. Одна петля лицевая, одна петля снятая.
Подошва у нас будет 13 петель. Распределим сейчас все наши боковые стороны подошвы на спицы. Оставим на подошву 13 петель. Потом немножечко добавим. Ну, все по порядку. Вот, все, последняя петелька. Я ее тоже провязала изнаночной. Вот у нас этот ряд изнаночный. Ниточку я обрежу. Хорошо ее закреплю. Все. Здесь я больше ничего не делаю. Теперь возвращаюсь к нашей подошве. 13 петель у меня на подошву. Нитки убежали. Теперь ниточку подвязываем сюда. У вас будут спицы круговые, на леске, я думаю, поэтому такого ужастика, как у меня на 5 спицах, у вас не будет. Так, первую петельку я провязала. Первая лицевой. Не видно, наверное. Первая лицевой. Одну снимаю. Одна лицевая. Одну снимаю. Одна лицевая. И так дальше. Одну сняла. Одна лицевая. Одну сняла. Одна лицевая. Вот так я буду вязать пятку. Одна лицевая. Последнюю снимаю. И провязываю 2 вместе. Вот с боковой стороны и эту 2 вместе лицевой. Перевернула. Изнаночная сторона у меня вся будет изнаночными. Первую сняла. И все изнаночными. Последние 2 петельки провяжем изнаночными вместе. Все изнаночными. Вот так идем до конца. 13 петель я расширяю до 17. Сейчас я это вам покажу. Смотрите. Последнюю петельку надели. 2 вместе изнаночной. Все. И так продолжаю вязать подошву. Значит, я набрала 13 петель. Через 4 ряда я добавки сделала по одной петельке. Сейчас я буду делать еще по одной добавочке. И у нас будет 17 петель. Одну сняла. Одна лицевая. Одну сняла. Это я сделала добавки. Я добавку делаю всегда в конце ряда. Вот последняя петелька у меня осталась. Подняла. Вот так вот. Набросила. Перекрученную. Провязала. Все. Теперь боковые соединили. По изнанке мы вяжем изнаночными петлями. В конце ряда я сделаю одну добавочку. Получится у меня 17 петель. Это укрепленная подошва, как ее называют. Она немножечко стягивает, поэтому петель я набираю больше, чем обычной вязкой. Вот смотрите, сейчас я другой спицей покажу. Так вот растянем. Вот она. Вот. И ее подхватываю в эту ниточку. Одела перекрученная. Вот сюда вводим. Вот, чтобы не получалось дырочки. Перекрученную я получилась, видите? Перекрученную провязала. Все, петелька добавлена. Если вы делаете по-своему, делайте так, как вам удобно, как вы знаете. Я показала, как делаю я, как вяжу я. Поэтому все. Больше я добавочек делать не буду. Продолжаю вязать. Теперь у нас первая получилась лицевая. Одну сняли. Лицевая. Одну сняли. Лицевая. Одну сняли. Лицевая. Все. Продолжаем вязать нашу подошву до пяточки. Я просматривала ролик
подошву называю пяточкой, пяточку подошвой. Ну, вяжу подошву, а в голове у меня уже пяточка, поэтому оговорилась. Ну, что делать? Дело к старости идет, бывает. Все, девочки, разворачиваемся и опять изнаночная сторона вяжем изнаночными, лицевая сторона, одна лицевая, одну сняли не провязанной, одна лицевая, одну сняли не провязанной. Все, в том же духе провяжем сейчас с вами. Вот такая будет подошивка. Вот смотрите, вот такая ровненькая. 17 петель. Провяжем до начала пяточки. Будем закрывать пяточку. Вяжем. Все, провязала я свою подошву. Дошла до края. Теперь будем вязать петельки, которые мы набирали с боковых частей пятки. Последнюю петлю с подошвы перебрасываю на боковую сторону и провязываю 2 вместе лицевой. Все. Принцип тот же, так же как мы вязали подошву. Раз, два, 17 петель. Я не сокращаю ничего, так и продолжаю на 17 петлях вязать пятку. Все изнаночными вернулась в начало ряда. Пересняла петельку и 2 вместе изнаночной. Развернулись. Все, эти петельки на спице, как обычную пяточку, поэтому я и набрала здесь дополнительные петли, чтобы было удобно провязывать нам пятку. Первая лицевая, снимаем не провязанную, лицевая, не провязанная, сняли, одна лицевая. Все, идем, у меня любимое слово все. Идем так до конца. Закончим наш тапочек, сделаем биечку. Я в этот раз первые 2 ряда немножко изменила. Не один ряд изнаночным, а 2 ряда изнаночным провяжу в бейке. Все изнаночными, по изнаночной, изнаночная. Так как мы вязали подошву, так мы закрываем нашу пятку. Последнюю петельку. Где-то с середины пятки я перехожу на 2 спицы. Вот так. Будем сейчас продолжать. Вот смотрите, она разворачивается уже. Вот такое закругление получается. Вяжем до конца нашу пяточку. И мы сделаем, закончим потом вместе тапочек. Заканчиваю я вязать пяточку. Закрываю петли. Петли закрываю обычным способом. И буду набирать петельки для окантовочки, для бейки. У меня получилось для бейки. Наберу я 73 петли. Так, закрыла. Последние 3 петли я провяжу вместе. Теперь беечку я набираю на спице номер 2. Полностью беечку буду вязать спицами номер 2. Под первой петлей я ввожу и вытягиваю ниточку. Но я это дело буду делать крючком. Вы можете делать спицами. Вот так вот. Вот так. Так, так, так. По одной петельке. По всему окату тапочка я наберу петли.
первый ряд, первые два ряда я провяжу изнаночными, а остальные ряды провяжу лицевыми. Лицевых рядов у меня будет 16. Можете провязать однотонным цветом. Я внутреннюю часть провязываю контрастным цветом. Вот так вот до конца полностью набираем петли и провязываем изнаночные 2 ряда, остальные лицевыми. Я провязала 2 ряда, набрала петли по всему окату, провязала 2 ряда изнаночной вязкой, следующие 16 рядов лицевыми петлями. С 7 ряда я красным цветом начала вязать. Вот так вот. Теперь сколько у нас получилось тапочек этот. Сейчас мы его померяем. Ну вот, 24 сантиметра получился тапочек. Это будет на 38 размер, так как я и говорила в начале. Тем более, что я его на 39 мерила, но он был впритык. 38 с половиной. Вот так вот. Теперь сейчас примонтируем нашу бейку. И все, тапочек будет закончен. Вывернули. Перегнули, чтобы петелька с петелькой совпадала. Ровненько все это дело разложили. Так, теперь одну петлю сняли со спицы. Одну петлю сняли. Вот под первым рядом проходит пунктирная линия наборного ряда петельки. Эту петельку и петельку наборного ряда захватываем. Вот захватываем и вот так вот. И провязываем 2 вместе. Одну петельку сняли. Вот она. Подняла ее. Захватила ниточку. Протянула через 2 петельки. Вот так вот. Подняли. Протянула. И так до конца. В конце закрепим ниточку. Протянем ее через беечку. Хорошо закрепим края, чтобы не было ничего видно. Вот сняли. Еще раз. Вот она. Вот так вот. Все. И так будем идти до конца. Закончим нашу бейку. И все, получится вот такой вот такая беечка. Вот такая она будет снутри. Такая косичка. Все, девочки. 7 легких петелек. Увидимся.